Всем привет! Сегодня мы будем плести вот такую вазу, в которую можно поместить как живые цветы, так и искусственные, на ваше усмотрение. Не с места, а то поймаю. Как плести донышко, у меня есть ролики на канале, смотрите, это самое обычное простое донышко. Поднимаю стоечки тоже обычным способом, как я люблю, веревочкой из 3. Выводим наши 2 трубочки, подставляем третью и проплетаем веревочку из 3 по кругу. Кто не знает, как это делать, открываем плейлист для новичков, и там есть подробно полностью все объяснения. А мы плетем дальше. Подготавливая место для нашей формы. Как сделать форму, будет следующий ролик. Там я покажу, как сделать форму. Не заморачиваясь, все легко и просто. Поместили нашу форму в наше донышко. Проплела я, подняла один ряд, это поднимаем стойки, и еще один ряд просто веревочки из 3. После чего мы приступим к нашему узору. Узор у нас заключается, сейчас я вот проплетаю веревочку из 3, а пока скажу. Узор у нас кратный 4. Плетется он я плела на 20 стоечках, у меня это кратно 4 как раз. Заканчиваю я ряд веревочки из 3. Я вот завела трубочки, но я их после нарастила. Стоечки поправляем, чтобы все было аккуратно, так как это у нас ситец сейчас пойдет. Вот я нарастила свои трубочки. Выявились у меня 3 трубочки, но потом я добавлю еще 4. Вы добавляйте сразу 4. Плетем мы перед 3 за 4. 1, 2, 3. И за 4 мы заходим. И так все 3 трубочки. Это как плетение вдогонку ситцевым плетением. Перед 3 за 4. Как я и сказала, я плету в данный момент 3, но я потом подставлю дальше 4. Плести надо 4 трубочками. Этот узор я уже показывала, делала короб, но это было довольно-таки давненько, поэтому решила использовать этот узор еще раз и показать его на вазе. Проплетаем по кругу. Узор, как я сказала, кратный, стоечки кратные 4. Вот смотрите, я добавляю, видите, вот я подошла к началу ряда 3 трубочками своими. Сейчас я добавлю 4, так как вы изначально плетите 4. Я ее просто забыла подставить сразу. Проплетаю один круг веревочкой, этой трубочкой, догоняю. И следующий ряд мы уже будем плести 4 трубочками сразу. Так как мы плетем сразу 4 трубочками, поэтому нам не надо никакие ни +1, ничего, мы просто плетем на кратных 4 стоечки берем. У меня, еще раз повторяю, 20 стоечек. И таким образом у нас идет по спирали узор. Вот где вы его начинали, вот где помеченная стойка, там он у вас и закончится. А плетем его до верха на высоту, которую вам нужно, которая вам требуется. Если вы будете плести 3 трубочками, как я изначально начала, у вас узор не совпадет потом. Здесь вот видите, он идет по диагонали. К форме аккуратно все прижимаем и плетем дальше до верха.
до нужного нами размера. Я плету полностью вот эту картонку, я оплетаю этим узором, а потом буду плести ситцевым плетением. Все это аккуратно подгибаем, чтобы стойки у нас не ломались. Я их сама сразу изначально слегка сгибаю, чтобы можно было удобно их прислонить к нашей форме. Можно их так согнуть, обмотать резинкой и оставить на время, чтобы они так высохли, и они у вас так будут. Но так как у меня стойки изначально сухие, я сразу так плету, поэтому плетем сразу, без просушки всякой. Просто аккуратно все придерживается и плетется. И получается, уже видно, вот вырисовывается картина, что у нас получится. Аккуратно все придерживаем. Теперь смотрите, подошла я к вот этому изгибу. Здесь я решила те же наши 4 трубочки, которые изначально были, мы их просто сделаем веревочку из 4. Она плетется так же, как и веревочка из 3. Абсолютно все то же самое, только плетем 4 трубочками. Каждую поочередно заводим за стоячок свободный. И тем самым мы прилегаем плотно наши стоячки к нашей, ну вот этой вот моей трубе, форме. Эту форму я взяла сразу осознанно, диаметр у меня подходящий, потому что у меня ваза, потом увидите, стеклянная, такая цилиндрическая, и она как раз хорошо, удобно входит вот в этот мой, как сказать, ну вот в эту вот емкость, форму, для того, чтобы потом в вазу можно было поместить вашу другую вазу стеклянную, которая будет держать воду, чтобы можно было поставить живые цветы, не только искусственные, но и живые. Теперь мы проплетаем проплели мы веревочку из 4, теперь мы плетем ситец. Также повторяюсь еще раз, кто не знает, как вот эти все переходы делаются, открываете плейлист для новичков, и там это все есть. Доплетаем до конца нашу высоту, и сразу с ситца перешла на веревочку из 2 для того, чтобы подставить другие стоечки для нашей загибки, чтобы их не было видно, потому что в ситцевом плетении это видно. Вот закончила веревочку, а в веревочке их не будет видно. Обрезала я свои трубочки. Теперь будем вытаскивать форму. Форма вытаскивается довольно-таки просто. Мы ее просто немного прокрутили внутри, и все. И, как видите, она просто вся таким образом вылазит. Главное, чтобы у вас сам вот этот цилиндр, который вы оплетали, там не застрял. После чего мы подставляем наши влажные стоечки. Если у вас другие, значит вы их увлажняете. И плетем. Я плела обычную разгу. Вы выбираете загибку, которая вам понравится. Я плету самую простую загибку разгу. Если кому-то здесь что-то непонятно, она также есть в плейлисте для новичков. Загибаем сначала стойку одну за другую. Я плету загибку на 4 стоечках, трубочках. Не на 3, как обычно, а на 4. Обрезаем лишнее и загибаем стоечку. Берем следующую трубочку, заводим за свободный стоячок, обрезали. Сильно коротко не обрезайте, чтобы у вас оно придерживалось стоячком, который зажимает ее. И так делаем по кругу.
Заканчиваем нашу разгу. Заводим. Бутылку убрала, чтобы не мешалось. Это для увеса было. Заводим нашу трубочку в наше отверстие. И туда заводим наш стоячок. Одну трубочку мы левую обрезаем. Правая остается. Короткую обрезаем. Делается все так же, как и в обычной разге из 3. Берем следующую трубочку и заводим за следующий стоячок. Вот сюда. Аккуратно все придерживаем, чтобы ничего не повыскакивало, так как трубочки у меня были нарощенные, добавленные, то есть. Опять обрезаем то, что вывели. И прячем следующей трубочкой. Так мы проделываем до конца. И получаем нашу загибку. На этом этапе наша ваза готова. Осталось ее только отлакировать, слегка поправить, если есть какие-то недочеты, пока она еще вольна. И вот моя ваза, о которой я говорила, она у меня цилиндрическая, стеклянная, обычная. И я ее решила таким образом украсить. И вот такая красота у нас получилась. Так как это еще не лакированное изделие, оно еще такое вот. После того, как я пролакировала, оно стало намного тверже. Ты бабочку мою не видел? И ярче. Ну, получилось довольно-таки симпатично. Я довольна своим результатом. Вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем творческих успехов. Увидимся в новых роликах.